Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня свяжем топ-сетку из пряжи с пайетками. Топ получается легкий, воздушный и красиво переливается на свету. Размеры топа в ширину 42 сантиметра, а в высоту 50 сантиметров. Для того, чтобы связать топ шире, необходимо набрать больше воздушных петель. Число петель должно быть кратно 8. Цепочка из воздушных петель замыкается в круг, и топ вяжется снизу вверх по кругу. Затем топ делится пополам, и затем провязываем верхнюю часть переда и спинки уже поворотными рядами. В моем случае на данный топ ушло 40 грамм пряжи. Вот осталось еще по 10 грамм. Для вязания нам понадобятся королевские пайетки на хлопке. Здесь пайетки 6,3 мм идут. Продаются они вот в таких вот намотках по 50 грамм, метраж около 150 метров, либо вот в таких вот бобинах. Здесь тоже идет 50 грамм. Крючок основной номер 6, также крючок меньшего размера, чтобы прятать кончики. И также нам понадобятся маркеры. Делаем петлю, заводим крючок, провязываем, петельку затягиваем. И набираем 128 воздушных петель. Число петель должно быть кратно 8, чтобы число ячеек у нас получилось четным. Провязываем первая, вторая, третья и так далее. 128 воздушных петель. Вот я провязала 128 воздушных петель. Расположите цепочку ровно, чтобы она не была у вас перекручена. И сейчас мы сделаем соединение. Вот у нас идет самая первая воздушная петля, и сюда мы будем делать соединение. Петля, которая возле крючка, это 128. Петля на крючке, она не считается. Вводим крючок в самую первую петлю. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и протягиваем через петлю на крючке. Итак, мы сделали соединение. Далее для подъема набираем 4 воздушные петли. Они нам будут заменять столбик с двумя накидами. Первый, второй, третий и четвертый. Вот эту четвертую петлю возле крючка отметьте маркером. Когда закончим провязывать первый ряд, мы сюда сделаем соединение. Далее набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отсчитываем 3 петли. Вот здесь у нас начинается столбик из воздушных петель. Далее 1, 2, 3. И в четвертую провязываем столбик с двумя накидами. Делаем 2 накида на крючок. Вводим в четвертую петлю, вытянули. На крючке у нас 4 петли. Вначале провязываем 2, затем снова 2 петли и последние 2. Далее снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. И в четвертую также столбик с двумя накидами. 2 накида. Пальчиком придерживайте петли на крючке. В четвертую петлю вводим крючок. Вытянули. Провязываем 2 петли. Еще 2. И третий раз провязываем 2 петли. И у вас будут получаться вот такие вот квадратики. Снова делаем 3 воздушные. Отсчитали 3 петли. 1, 2, 3. В четвертую столбик с двумя накидами.
И так далее. Вяжем по кругу до конца. Самый сложный здесь первый ряд. Далее вязание будет легче. Довязываем до конца. Я покажу, как сделать здесь соединение. Вот я провязала первый ряд до конца. Здесь у меня осталось провязать 3 воздушные петли и сделать соединение. В конце у вас также должно остаться 3 петли. 1, 2, 3. Здесь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем соединение. Провязываем вот в эту петлю, где мы устанавливали маркер. Заводим сюда крючок и провязываем соединительный столбик. Вытягиваем и протягиваем через петлю на крючке. Вот таким образом мы сделали соединение. И сейчас будем вязать второй ряд. В начале также провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Четвертую петлю отмечаем маркером. Сюда будем делать соединение в конце ряда. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь находим столбик. Делаем 2 накида на крючок. Над столбиком находим петлю. Вот она, косичка сверху. Сюда заводим крючок. И провязываем столбик с 2 накидами. Две петли. Еще 2. И последние 2 петли. Далее снова провязываем 3 воздушные петли. 2 накида на крючок. Находим следующий столбик. Вот он. Находим над ним петлю. Заводим сюда крючок. И провязываем точно так же. Столбик с 2 накидами. Снова 3 воздушные петли. Находим следующий столбик. Вот она, петля над ним. 2 накида на крючок. Заводим над столбиком. И таким образом провязываем второй ряд до конца. Итак, в конце второго ряда я провязала 3 воздушные петли. И сейчас делаем соединение в 4-ю петлю, где у нас установлен маркер. Заводим крючок и провязываем соединительную петлю. Все, мы провязали второй ряд. Далее вяжем 3. Также делаем 4 воздушные петли. Устанавливаем маркер в 4-ю петлю. Далее 3 воздушные петли. Находим следующий столбик и провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючок. Находим петлю над столбиком. Провязываем 2 петли. Еще 2. И 3-й раз 2 петли.
Таким образом провязываем третий ряд до конца. Здесь делаем соединение точно такое же, как и в предыдущих рядах. Ряды у нас повторяются, и всего мы должны провязать 11 рядов. Итак, я провязала всего 11 рядов. Теперь нам необходимо разделить пополам. Всего у меня здесь по кругу 32 вот такие вот ячейки. Делим пополам, получается по 16. Отсчитываем и устанавливаем маркер. Вот он идет, столбик с накидом. Сюда я устанавливаю маркер. Сейчас мы будем провязывать 12 ряд и по краям будем делать убавки. Вяжем 12 ряд. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую установите маркер. Далее делаем 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Находим, вот у нас столбик, заводим крючок и провязываем. Вот так у вас должно получиться. Мы сделали здесь, получается, убавку, и у нас в этом месте получился вот такой вот треугольник. А далее вяжем как обычно. Набираем 3 воздушные петли. И провязываем столбик с 2 накидами. Таким образом провязываем до следующего маркера. И там мы в конце тоже сделаем убавку. Вот я провязала столбик с 2 накидами. Остался последний квадратик. Вот он маркер. Сюда мы должны сделать соединение. Здесь в конце никаких 3 воздушных петель уже не набираем. Делаем теперь 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Вводим крючок, где у нас установлен маркер. И провязываем столбик с 3 накидами. 2 петли. Еще 2 петли. 2 петли. И 4-й раз провязываем последние 2 петли. И в конце 12 ряда у нас также получился вот такой вот треугольник. Далее будем вязать 13 ряд. Теперь переворачиваем. Также будем делать убавки. И набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пятую петлю также отметьте маркером. Далее находим следующий столбик, делаем 2 накида на крючок, провязываем столбик с 2 накидами, вот так у вас должно получиться в 13 ряду, тоже точно такой же треугольник. Далее вяжем по узору. Делаем 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Таким образом провязываем 13 ряд до конца. И здесь мы также сделаем в конце убавку. Вот остался последний квадратик. Здесь мы провязали столбик с 2 накидами. И сразу же сейчас сделаем вот сюда соединение.
Делаем 3 накида на крючок. Заводим крючок вот в эту петлю, где у нас установлен маркер. И провязываем столбик с 3 накидами. Итак, мы провязали 13 ряд до конца. Вот таким образом у вас должно получиться. Теперь в 13 ряду вот таких вот ячеек, у меня их 12, мы снова их делим пополам и устанавливаем маркер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот он столбик. И сюда я устанавливаю маркер. Теперь будем вязать 14 ряд. И по внешней стороне, где у нас будет пройма рукава, здесь мы никаких убавок не будем делать. Убавки будем выполнять только по внутренней стороне. Вот таким вот образом. Итак, вяжем 14 ряд. Переворачиваем. И набираем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. В четвертую петлю устанавливаем маркер. Далее набираем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Теперь находим следующий столбик с 2 накидами. Вот у нас идет угол, треугольник. Далее идет вот эта ячейка. Вот в этот столбик мы провязываем столбик с 2 накидами. Далее вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Провязываем следующий столбик с 2 накидами. Таким образом провязываем до середины, до маркера. У вас должно получиться 5 ячеек. Раз, два, три, четыре, 5. И вот сюда мы делаем соединение. Вот провязали последний столбик с 2 накидами. И теперь сюда провязываем столбик с 3 накидами. Делаем 3 накида на крючок. Провязали 14 ряд, далее вяжем 15, переворачиваем, провязываем 4 воздушные петли, устанавливаем маркер, делаем 2 накида на крючок и провязываем столбик вот сюда, в самый первый. Столбик с 2 накидами. Вот так у вас должно получиться. Далее вяжем по узору. Вяжем 3 воздушные петли, столбик с 2 накидами, вяжем до конца. Три воздушные петли и провязываю последний столбик с 2 накидами.
15 ряду у вас должно получиться также 5 ячеек. Раз, два, три, четыре, 5. Здесь в конце мы убавку не делали. Делали только в 14 ряду. И также будем в четных рядах дальше продолжать делать убавки. Сейчас будем делать в 16 ряду убавку. Далее вяжем 16 ряд, переворачиваем. Он провязывается точно так же, как и 14. Делаем 4 воздушные петли. Далее 3 воздушные петли. Столбик с 2 накидами. Вяжем таким образом до маркера. У вас уже получится 1, 2, 3, 4 ячейки, и здесь делаем убавку. Вот я провязала последний столбик с 2 накидами. Вот она, последняя ячейка. И делаем сразу же соединение. 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Делаем соединение, где у нас установлен маркер. И провязываем столбик с 3 накидами. Итак, далее мы провязываем 17 ряд. Он вяжется точно так же, как и 15. Вначале мы должны провязать 4 воздушные петли. Набираем 1, 2, 3, 4. Устанавливаем маркер, 4-ю петлю. Сразу же делаем 2 накида на крючок и провязываем в первый столбик. Вот он, первый столбик. Далее вяжем, как обычно, по узору. 3 воздушные петли, столбик с 2 накидами. Итак, провязываем 17 ряд до конца. У вас также будет 4 ячейки. 1, 2, 3, 4. Сюда делаем соединение. Столбик с 2 накидами. Вяжем 18 ряд, 4 воздушные петли. Далее 3 воздушные петли. Провязываем по узору. В 18 ряду ячеек будет 3. И теперь делаем убавку. Провязываем столбик с 3 накидами.
И теперь провязываем последний 19 ряд. Переворачиваем. Набираем 4 воздушные петли. И провязываем сразу же в первый столбик, столбик с 2 накидами. Далее вяжем до конца по узору, и у вас будет вот таких ячеек тоже 3. Вот так у вас должно получиться. Оставляем немного нити для сшивания, обрезаем. И сейчас ее присоединим вот с этого края и будем вязать второе плечо. Оно вяжется точно так же, как и первое. Сейчас присоединяем нить вот с этого края и движемся к центру. По внешнему краю у нас убавок не будет. Убавки делаем только по внутренней стороне. Делаем петлю. Вытянули, затягиваем. Данную петлю выводим вот сюда. Теперь провязываем 4 воздушные петли. Четвертую петлю отмечаем маркером. Далее вяжем по узору. Набираем 3 воздушные петли. Столбик с 2 накидами. Провязываем так до середины. И здесь мы сделаем убавку. У вас должно получиться 5 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем убавку. Вот сюда в центр провязываем столбик с 3 накидами. Делаем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. Провязываем сюда, где у нас установлен маркер. Это мы провязали 14 ряд. Далее делаем 4 воздушные петли. Переворачиваем. Провязываем сюда в первый же столбик, столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли. И провязываем по узору. Следующий столбик. Провязываем так до конца. Я провязала 15 ряд. У вас также должно получиться 5 ячеек. Далее ряды повторяются точно так же, как мы вязали первую половинку. Далее вяжете 16 ряд и продолжаете до 19 ряда. И в конце также оставьте нить для сшивания. Далее будем провязывать спинку. Здесь у нас всего 11 рядов. В 12 и 13 ряду по краям мы сделаем убавки. А далее будем вязать по прямой, никаких убавок делать не будем. И так будем провязывать до 19 ряда. Нить будем присоединять вот с этого края, вот в эту петлю. Делаем петлю, затягиваем. И присоединяем. Набираем 5 воздушных петель,
Раз, два, три, 4, 5. Отмечаем пятую петлю маркером. Далее находим следующий столбик, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. 12 ряд по спинке он провязывается точно так же, как и перед. Итак, провязываем 12 ряд. И в конце сделаем убавку вот в это место. Итак, в 12 ряду я провязала вот последний столбик с 2 накидами. Далее сразу же делаем столбик с 3 накидами и провязываем его вот сюда, вот в эту петлю. Далее провязываем 13 ряд. Провязываем 5 воздушных петель. Пятую петлю отметьте маркером. Также в 13 ряду делаем убавку. 2 накида на крючок. Находим следующий столбик. Три воздушные петли, столбик с 2 накидами. Провязываем 13 ряд до конца по узору. И в конце 13 ряда мы также сделаем убавку. Итак, в конце 13 ряда осталась последняя ячейка. Вот я провязала столбик с 2 накидами и делаем убавку. Делаем 3 накида на крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Далее с 14 по 19 ряд вяжем без убавок. Вяжем 14 ряд, делаем 4 воздушные петли. Четвертую петлю отметьте маркером. Перевернули. И в самый первый столбик провязываем сразу же столбик с 2 накидами. Далее провязываем по узору. Довязываю 14 ряд, 3 воздушные петли и провязываю столбик с 2 накидами. В 14 ряду мы никаких убавок не делали по краям, края у нас выровнялись, и теперь так продолжаем вязать до 19 ряда. Переворачиваем и вяжем 15 ряд. Делаем 4 воздушные петли, отмечаем 4-ю петлю маркером. Далее 3 воздушные петли. Находим следующий столбик и провязываем столбик с 2 накидами.
таким образом продолжаем вязать 15 ряд до конца. В конце здесь провязываем столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли, и в последнюю петлю провязываем столбик с 2 накидами. Довязываю 15 ряд, 3 воздушные петли и провязываем последний столбик с 2 накидами. В 15 ряду вот таких ячеек у вас должно быть 12. Далее с 16 по 19 ряд вяжите точно так же ряды, как 15. В конце, когда вяжете спинку, обрезаете нить и вытягиваете через петлю на крючке. Теперь нам необходимо будет соединить плечи. Здесь мы оставляли нить для сшивания, когда провязывали перед. На ниточке вот этой необходимо аккуратно срезать крупные пайетки, чтобы они нам не мешали при сшивании. И соединять мы будем крючком номером 4. Вот у нас перед, здесь у нас петля, ниточка для сшивания. Это спинка, находим здесь крайнюю петлю, вытягиваем петлю. Далее с этой стороны заводим крючок в следующую петлю. Находим с этой стороны и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую. Сильно не затягивайте, старайтесь провязывать свободно. Вот у нас идет столбик, петля над ним, и с этой стороны также столбик и петля над ним. Вот также идет здесь столбик, петля над столбиком и с этой стороны. Дошла я до конца, вот где перед, осталось провязать последнюю петлю. Находим по спинке петельку и вот здесь вот вытягиваем. В конце здесь мы провязываем столбик, вот 2 петельки на крючке мы провязываем вместе, чтобы здесь соединение было покрепче. Затем петлю вытягиваем через петельку на крючке и затягиваем. Все, вот таким образом мы сделали соединение. Также провязываем второе плечо. Все кончики нити необходимо спрятать под петли. Вот такие у нас получились красивые сеточки. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях.